Пока не начали, но скоро начнем. Блин, как муравьи. В нашем случае это, как вы понимаете, Сингапур. Париж, Париж. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. You kick it up and now I want. Саша, стоп engine. Стоп. Pilot board alongside, pilot on the ladder. Hello, it's been a long, long time. Can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin. I'm drowning. Heaven, can you save me now from these thoughts inside my head? God, you are the devil running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I try. Station now 4, Glasgow, line travel range, bottom range. Но еще не пришвартовались, а трап уже подан, сетку вооружают, а там ждут стивидоры, вон стоят. Все очень быстро. Друзья, мы наконец-то пришвартовались в Сингапуре. Это была какая-то бесконечно долгая швартовка. Ну как бесконечно долгая? Дольше, чем обычно. У нас она заняла 5 часов. Ну, на самом деле, в последнее время, последние уже 5 лет точно, в Сингапуре это абсолютно нормальная ситуация. Нас еще и заставили дрейфовать там, где как бы небезопасно было дрейфовать. Потому что, как оказалось, Лоцман приедет на полчаса позже запланировано, чем нам сначала сказали. Но нам забыли об этом сказать, а сказали, когда оставалась всего 1 миля до Лоцманской станции. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер, как вы поняли. Это будет мой рассказ про один день стоянки нашего судна в Сингапуре. Про то, как интенсивно и насколько много работы за всего 24 часа будет сделано. Сингапур у нас является, так сказать, базовым портом на этой линии, на которой мы стоим, потому что здесь основная часть снабжения мы будем получать в этот раз. Смотрите, я вам сейчас перечислю просто, сколько будет активности. Мы ждем сервисного инженера на лебедке, который будет составлять отчет для драйдока, который будет следующим летом, то есть через год фактически. Мы ждем сервисного инженера, который нам будет проверять наш лифт. Также приедет сервис на лайфбот, то есть на шлюпку. На обе шлюпки они будут делать ежегодную проверку, плюс какой ремонт необходимый. Также будет проверка СО2 системы пожаротушения на камбузе. Нам привезут деньги для аванса, для экипажа, привезут квартальное снабжение, привезут провизию, судовой магазин. Будет бункеровка 2 типами топлива и 3 типами масла. Небольшой ключ, всего 1 человек у нас едет домой, старший механик, он едет без замены, потому что, ну, как бы замена его уже на борту. Приехал новый старший механик, он, так как он первый раз в компании, то он приехал в предыдущем порту, и у них хендовер, то есть приемка передачи дел из порта в порт, то есть от одного порта до другого. Поэтому, как бы, здесь только старший механик уезжает, потому что дела они фактически уже пересдали. Ну, и еще другие активности, которых будет довольно много. Я вам в этом видео все постараюсь показать. Как вы помните, я делал видео про Циндао, да, китайский порт с таймфреймом, то есть будет обозначено время и то, что происходит на борту.
Вот, собственно, вот такое вот видео мы сегодня будем с вами смотреть. Приятного просмотра, наливайте себе чай, кофе, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Прошло всего каких-то 20 минут после швартовки, а грузовые операции уже начались. Смотрите, уже 3 крана на носовой части у нас работают. Один кран здесь. И один кран в кормовой части. Даже уже вон человек туда залез, там что-то делает. У нас всего грузовые операции запланировано на выгрузку и на погрузку суммарно 2500 контейнеров. Обещают, что обработают за 20 часов. 5 кранов — это в среднем где-то 125 контейнеров в час. 2500 реально часов 20, ну, учитывая еще перерывы, 22 часа плюс-минус где-то так. Смотрите, у нас уже началась бункеровка. Вон вот стоит бункеровщик. В 6:30 начали бункеровку. А вот это маленькое такое непонятное судно, это приехали к нам чистить корпус где-то под водой. Чистят нам корпус от обрастания. Грузовые работы в разгаре. Все еще 5 кранов работают, но они до конца будут работать. Нас уже грузят. Выгрузка частично завершена, но еще не полностью. Вот кормовой кран как раз нас еще выгружает. И забрал контейнер, повез его на берег. Стоит снабжение, но мы не можем его начать грузить, потому что у нас тут работает кран. Грузовые идут. И мы не можем свой кран завести, вот этот вот, монорейл. Поэтому придется ждать. Здесь в прогрессе ежегодная Firefighting Inspection Annual. Только что-то никого нет. Все куда-то убежали. Инструмент их лежит, а их самих в Fire Station нет. Где-то в другом месте, значит, проверяют. Бункеровка дизельным топливом закончилась. Ждем теперь бажу с тяжелым топливом. Это с 6:30 нас бункеровало, и вот закончила буквально несколько минут назад, в начале 9-го. Осталось взять нам только тяжелое топливо плюс масло. Тяжелого, правда, 4700 тонн. Можем фактически не успеть. Посмотрим, как пойдет, но пока время есть. Ждем баржу. Движ Париж. Образовалась у нас проблемка. Нас не успевает забункировать тяжелым топливом. Поэтому, возможно, бункеровка дальше будет на якоре. Якобы снабжение с топливом не хочет бункеровать нас половину здесь, потом отшланговываться и бункеровать еще половину на якоре. Поэтому будем выходить, скорее всего, бросать якорь и там бункероваться. Флаг Сингапура у нас развивается. Это город-страна, кто не знал. Маленькая страна, но, можно сказать, большой город. Дайверы готовятся чистить нам корпус. Видите, вот желтая такое приспособление, робот. Будет подводную чистку корпуса судна нам делать. Пока не начали, но скоро начнут. А это компрессор, да? Да, это сейчас я Наша бункер-станция. Ребята уже отшланговались. Отдали магистраль обратно на бункеровщик. Вон она внизу. Черная. В принципе, бункеровку дизельным топливом закончили. Осталось тяжелое, но тяжелое, скорее всего, по последней информации, у нас будет бункеровка на якоре.
Он одно из наших судов, CMA Africa 3. Я когда-то работал на CMA Africa 1. И вот это черное, вот именно где CMA написано. Бункеровщик отшвартовывается. Африка 3 двигается в Танджун-Пеле-Пас. Это малайзийский порт от Сингапура, буквально несколько часов. Очень близко. Никита нас вешает альфа-флаг. Начали работать водолазы. Выполняют подводные работы. Надо вешать, поднимать флаг альфа. Вообще подводные работы выполняются роботом, но где-то там был водолаз, я видел, вон лодка еще стоит его. Они куда-то ездили. И все мы выключили тоже. Эхолоты под руль вывели из эксплуатации. То есть эхолоты вообще обесточили, лак обесточили. Вот видите, там какой-то есть типа шланга. Вот. Где-то в носовой части работает робот под водой. У нас по корме швартуется судно. Матоя Бэй называется. Будет где-то у нас там за кормой стоять. Вот в этом промежутке между судами. Тем временем грузовые продолжаются. Ковыряют нам трюм сразу за надстройкой. Талдреп упал вот туда. Откуда он там взялся, непонятно. Надо будет достать. Видите, висят у нас два флага. Вот этот красный, это Браво, обозначает: я гружу, выгружаю или имею на борту опасный груз. У нас есть опасный груз в контейнерах. Также он вешается во время бункеровки, поднимается этот флаг. И флаг вот этот вот альфа, который слева, обозначает, что у меня спущен водолаз, проводятся какие-то подводные работы. Их нам нужно поднимать. Это левая рея у нас. Правая рея. На правой поднимается национальный флаг той страны, куда вы заходите. В нашем случае это, как вы понимаете, Сингапур. Все еще 5 кранов работают. 3 в носовой части, как было ночью. Здесь один контейнер поправляют. Он не встал во все фитинги. Чуть-чуть его поправляют, ставят на место. Это 4-й кран у нас работает. Ну и за настройкой 5-й кран. В принципе, очень лайтово. Матоя Бэй все подходит ближе и ближе. Бункеровщик не отходит. Хотя концы уже не забрали. Не отходит, потому что ему нужно дождаться окончания вот этого маневра. Лосман вызвал. Говорит, подождите, я чуть-чуть зайду и потом давайте ход. Все, они остановились. Метров 5 клиренс. Чуть нас не поцеловали. Все, бункеровщик отходит. Там водолазы работают. Швартуются они наконец-то. Не прошло и часа с тех времен, как я их на мостике снимал. Мы чуть не попали в свой же выпуск ежемесячных аварий. Но, слава богу, все обошлось. Такой неар-мисс, можно сказать. Среди бонуса у нас стоит судно Кейп Павли. Маджура — это флаг Маршалловых островов. Там дальше стоит Ever Frank, по-моему, называется. Если мне не изменяет память, я на ИСе видел. Кран шумный едет.
И там стоит еще Everbreed. Якорь у нас спрятанный. Очень удобно, когда он так вот прячется, не болтается где-то на виду. Да, корпус нуждается в покраске. 100%. Через год у нас сухой док предполагается в июне следующего года. Подушатало, конечно, время, норму, но, блин, 19 лет судну. Никуда от этого не денешься. Подкрашивать корпус нельзя практически нигде. Вот разве что только марку набивать, обновлять судовую. Вот здесь протертость большая на корме. Наверное, от кранца, скорее всего. Очень похоже, след кранца. Но где-то сильно стерлась. И давно. Ржавая уже. Наше снабжение приехало. Ждет погрузки. Не могут начать грузить, потому что работает кран. Ну и наша корма. Дождь, блин, пошел. Это с трюмов который? А? С трюмов который? Да. Хоть масло приехало, смотрите, видите, стоит фура, вон какие-то бочки, ну даже не бочки, а ведра, и вон еще одна фура стоит за краном грузовым. То есть с фур мы получим 3 типа масла, плюс какие-то бочки. Уже хорошо хоть масло будет у причала, потому что вопрос с тяжелым топливом все еще остается открытым. Скорее всего, будет бункеровка на якоре. Без него мы точно до США не доедем. В общем, друзья, вроде все нормально, все успеваем. Ну, интенсивно, конечно. Сейчас у нас лак-сервис на борту, меняет необходимые запчасти, проводит кое-какой ремонт. Блока питания, что-то у нас там подгорело. Дальше элеватор-сервис у нас на борту, ежегодная проверка. Сказал, что все у вас замечательно. Лазит сейчас там в элеватор-руме, проверяет механизмы. Но уже сказал, что все классно, нужно просто провести по чек-листу проверку и выпишет нам очередной сертификат на наш лифт. Бункеровку маслом я вам уже показывал, она все еще в прогрессе, берут 3 типа масла. Все идет своим чередом, грузовые тоже уже на середине где-то, даже больше уже завалило за середину. Единственное, что неудобно из-за вот этого крана, который у нас работает за настройкой, мы не можем начать погрузку снабжения и провизии. А там довольно много этого всего. Будет очень в конце интенсивно грузиться. Надеюсь, что мы все успеем погрузить. Ну, по крайней мере, провизию 100% нам нужно забрать. Друзья, давайте угадываем в комментариях, с какой попытки поставит контейнер. Пока есть возможность, пока он еще едет. Смотрим, смотрим. Ай! Ай! Ну! Не зря говорят, Бог любит троицу. Ой, спрейдер забыл открыть. О, замочки открылись. Время 5 вечера, у нас только началась сейчас погрузка снабжения. Не знаю, насколько быстро это все будет загружено. Вот, подъезжает провизия наконец-то. На загрузку этого всего нужно, ну, часов, я думаю, часа 3-4. Посмотрим, во сколько они закончат. Сейчас 5 вечера. Смотрите на эти пустые провизионные камеры. Пустые полки. Сейчас как навезут.
Все будет заполнено. Как подводный робот переместился куда-то к нам под корму. Где-то там он чистит. А по носу уже будет швартоваться другое судно, вместо того, которое ушло. Смотрите, сейчас уже 22:36, то есть прошло 5,5 часов с момента начала погрузки снабжения, а мы все еще не закончили. Вон стоит наш Бонстор, машина. И здесь еще снабжение. А у нас 50 минут до отхода. Есть риск не успеть. Блин, как муравьи. 10 ящичков. Ну, вот так вот же гораздо приятнее, да? Так гораздо лучше, симпатичнее выглядит провизионка. Все, фрукты, соки, молочку, все получили. Сыры, овощи. Прекрасно. Жить можно. Наступило утро, и к нам наконец-то добралась банкер-баржа. Мы стоим на якоре Сингапура. Будем бункероваться с тяжелым топливом. Плотненько, конечно, тут в Сингапуре на якорной стоянке, как на парковке супермаркета. Смотрите, сколько судов. Вон сам Сингапур там. Знаменитый отель Мария Бэй Сэнс. Там уже TSS, видите, где суда ходят туда-сюда. Система разделения движения. Мы совсем рядом стоим. Много судов. Ну, тут всегда так было. По крайней мере, последние лет 15 точно. Бункеровочка. 12 часов нам нужно, чтобы залить 4700 тонн топлива тяжелого. Снабжения, конечно, нам привезли очень много. Это половина от того, что привезли, потому что половину уже разнесли. Я вечером вышел на палубу посмотреть. И посмотрите, сколько всего. Краску уже увезли. Электромоторы какие-то. Палеты. Вечная беда с этими палетами, некуда их девать. Много снабжения, много.
Вот такой вот, друзья, сингапурский интенсив у нас получился. Но, честно говоря, я уже не помню времена, когда было по-другому. А чего не помню? Помню, я был вторым помощником, тогда еще можно было кое-как выйти в город. В последнее время это самый, наверное, занятой порт в мире. Там постоянно какие-то сервисы. Вы видели, у нас была бункеровка 2 видами топлива, 3 видами масла. Более того, бункеровка вторым видом топлива была на якорной стоянке. И это, кстати, хорошо, потому что это снизило немножко нагрузку с экипажа, потому что если бы бункеровка была еще и когда мы стояли alongside, было бы гораздо все как бы еще и тяжелее, да, особенно для машинной команды, для команды машинного отделения. Но и так, там много было работы. Мы только 6 часов, если мне не изменяет память, от 6 до 7 часов грузили снабжение, потому что Сингапур это очень удобный порт, как раз для того, чтобы привезти туда снабжение. Там очень много логистических компаний. Вы видели, у нас были diving operations, то есть там почистили корпус судна. С вами был капитан Максим, вы были на канале Максмастер. Это был очередной выпуск из серии Максмастер Дейли. Оставайтесь с нами, пишите свои замечания, комментарии, идеи, вопросы. Я постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание, я на связи.